Привет, меня зовут Гайджин Кевин. И ко мне сегодня приехала вот такая коробочка. Давайте на нее посмотрим. Микрофонный обзор. Заранее прошу прощения за рыбий глаз, но что поделать, другой камеры у меня нет. Открываем коробочку и получаем... Далее продвигаемся, тут уже лежит наш микрофончик. Вот такой красивый, замечательный динамический микрофон. Радио, я попрошу заметить, очень удобный в этом плане. И получаем еще и, естественно, приемник этого микрофона. Ничего страшного в нем, в принципе, нет. Антенна очень большая. Собственно, джек-вход, переключатель вкл-выкл, индикатор, который горит зеленым, если не подключен, и красным, если подключен. Немножко отклеившаяся наклейка. Батарейки в комплект не входят, так что пришлось потратиться чуть-чуть на батареечки. Микрофон питается от батареек формата 2A, то есть 2А. Соответственно, врубаем все это дело сюда. Поставили и точно так же защелкнули. Естественно, я это криво все делаю, потому что мне неудобно. Но все ради вас, дорогие друзья. Все ради вас. Не, говно какое-то. Так, перепроверяем, что мы все сделали правильно. Вроде бы да. Поставили. Так, ставим крышку на место. Вот так. Красота. Все. Приемник питается батарейками формата 3A. Кажется, они вставляются вот так. Тут есть маленькая подсказка на нем. Плюс, да, здесь. Вот он плюс у нас, кажется. Вставляем. Закрываем. С подключением батареек там наоборот все было. Да, я, естественно, ошибся, где плюс, где минус. Ну, не каждый день мне приходится батарейки вставлять, так что сорян. Вот, при включении загорается индикатор зеленым цветом. Если микрофон включен, они, как правило, сразу, дурацкое слово, спариваются, то есть находят друг друга. Вот. Микрофон начинает показывать, индикатор загорается красным. Все достаточно просто. Подключаемся в нашу звуковую карту, чтобы послушать, как все это дело будет звучать. Разговорный тест. Ну вот, мы переключили сейчас на микрофон Fifine K035. Работает он вроде бы неплохо, на данный момент, по крайней мере. Вот как вы слышите сейчас, как я говорю, примерно такое вот будет у вас качество записи. Вот, сейчас это все идет в сыром виде, я это никак не обрабатываю. Вот, это просто то, как звучит этот микрофон. Микрофон звучит, на мой взгляд, более-менее неплохо. Немножко о компании. Компания Fifine занимается производством микрофонов. Китайская. Ребята вышли на меня, на мою почту, предложили посмотреть на их микрофон на камеру. Вот этим я сейчас и занимаюсь, собственно говоря. У него есть индикатор, на котором отображается частота, на которой он работает, и канал. Вот. По идее, имея радиосистему, его можно подрубить уже к радиосистеме без этого самого передатчика. Но так или иначе, отдельно он тоже работает, то есть врубаете этот самый приемник в любой нужный вам вход, на микшере ли, на звуковой карте ли, где угодно, и можете спокойно выступать, я думаю. Мы устроим ему тест, конечно же. У меня есть для него соперник. Это мой старый динамический микрофон. Это единственный микрофон, который у меня есть для сравнения. Вот, я с ним сравниваю все динамические микрофоны, которые ко мне попадают. Надо будет рано или поздно купить себе эталонный микрофон Shure SM58. 58 ли? Кажется, да. Ну и вот для контраста, как звучит мой Behringer с речью в ту же самую звуковую карту прямо сейчас. Звучит он плюс-минус, я думаю, дерьмовенько, но
судя по предварительному тесту, вроде бы не сильно хуже, на самом деле, чем этот радиомикрофон Fifine. Ну, в общем, динамический микрофон отличается тем, что они не очень чувствительные, специально для того, чтобы в них можно было громко петь, громко орать, и они не ловили всякое дерьмо вокруг себя, например, фонограмму, усилители других инструментов, барабаны. Короче говоря, чтобы певец мог находиться на сцене, не заводя свои мониторы, свое оборудование обратной связью, так называемым фидбэком. Вокальный тест. Throw your dollar bills and leave your thrills all here with me. Speak but don't pretend, I won't defend you anymore. You see, it aches in every bone, I'll die alone, but not for you. My eyes don't need to see that ugly thing, I know it's me you fear. If you want me, hold me back. Frail, the skin is trying pale, the pain will never fail. And so we go back to the remedy. Clip the wings that get you high, just leave it where they lie, and tell yourself you'll be the death of me. Frail. Окей, нормально. Frail, the skin is trying pale, the pain will never fail, and so we go back to the remedy. Clip the wings that get you high, just leave it where they lie, and tell yourself you'll be the death of me. Frail, the skin is trying pale, the pain will never fail, and so we go back to the remedy. Clip the wings that get you high, just leave it where they lie, and tell yourself you'll be the death of me. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in this silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk in stormy seas, and I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down and oh my soul so weary, when I am down and oh my soul so weary. Тест на дистанцию. Fifine заявляет, что дальность этого микрофона 24 метра. Мне почти позволяет ближайшее окружение проверить это самое утверждение. Давайте мы с вами вместе немножко прогуляемся. Итак, значит, пруф того, что он-то заявляет, это страничка AliExpress с этим самым микрофоном от производителя. 80 футов, которые они заявляли, 80 feet в метры, это 24 метра.
Ну, у нас как раз плюс-минус такой коридор. Заодно мы проверим, как он справляется с препятствиями. Так что я даже перевернул специально наш приемник. Вот видите, открыл тут нашу антенну, чтобы он дальше добивал. И мы сначала с вами дойдем до конца нашей студии, а конкретно в место, где мы пьем чай. Вот здесь уже от источника звука примерно 5 метров. И то, как я тут буду болтать, плюс-минус будет вам показывать, насколько хреново или наоборот хорошо это все дело ловит. Я же, естественно, сейчас обратную связь не получаю, поэтому я без понятия, насколько хорошо или плохо он сейчас работает. Так что это достаточно слепой тест. Теперь мы с вами выйдем в коридор и проверим уже до 24 метров, как он будет работать. Потому что я почти уверен, что 24 метра есть в конце нашего коридора. Плюс-минус. Вот. Нас будут разделять, по сути, всего лишь несколько гипрочных стен, в которых не так уж много металла, поэтому теоретически у нас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы спокойно добраться до конца коридора, а я все еще продолжу болтать, и вы все еще будете это слышать через этот самый микрофон. Правильно? Давайте проверим. Все, начинаем двигаться. Вот мы вышли из нашего замечательного кабинета, и мы двигаемся в конец коридора. Даже попробуем посчитать шаги, чтобы примерно посчитать. То есть там было метра 3, сейчас от стола до двери. Может быть, даже 4. Скажем, 4. Значит, продолжаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 метров мы с вами прошли, и микрофон сейчас должен все еще работать, несмотря на то, что здесь отвратительная акустика. Ну, а раз уж мы с вами пойдем дальше, попробуем, если он все еще работает, конечно, попробуем с вами спуститься на этаж ниже и пройти еще дальше и протестить еще чуточку побольше. У меня уже потихонечку выгорает сетчатка, но это ничего, я переживу. Я переживу это говно. Спускаемся вниз. Продолжаем движение. Здесь нас уже будет разделять одна большая деревянная перегородка, перекрытие пола. И очень может быть, что это уже не работает. Ничегошеньки. Но здесь мы уже точно догоняем до 24 метров, примерно уже, наверное, в этой точке. И вот здесь он должен перестать работать, плюс-минус. К счастью, он никак не сигнализирует о том, что что-то произошло. Скорее всего, он не умеет это делать. Но вот мы пришли в самую конечную точку. Разборка. Итак, естественно, с каждым микрофоном мне очень интересно, что же у него внутри, поэтому мы его немножечко разберем. Для того, чтобы это сделать, нужен маленький шестигранник или насадка с маленьким шестигранником. Здесь находится такой маленький болтик, или что-то вроде болтика, который нужно открутить. Надеюсь, видно достаточно неплохо. Вот он у нас откручивается, и после этого мы сможем снять его башку. Открутили, пускай остается примагниченным к отвертке. И раскручиваем голову. Первый раз, когда это делал, было очень трудно откручивать голову, потому что резьба, по всей видимости, сделана очень топорненько. То есть он несколько сопротивляется, когда это делаешь. Я думаю, что это не очень хорошо. Вот. Но так или иначе, он на самом деле по ощущениям достаточно монолитно чувствуется. И единственное, что мне не понравилось в нем, и, возможно, то, что понравится людям с другой точки зрения и с другим мнением, это то, что вот этот вот капсуль находится, по сути, на весу. То есть у него, видите, вот эта вот странная штуковина, которая, видимо, должна обеспечивать большую стрессоустойчивость, что ли, капсулю, находясь в микрофоне. Но смысл в том, что она все равно ходит ходуном. То есть, когда я вот колбасился под песню Сидор, я специально руками помахал вместе с микрофоном. И я чувствовал, что эта штука внутри микрофона, пока я им машу там и выпендриваюсь по-всячески, в караоке-то люди ходят как бы и на сцене выступать, они же не стоят столбом. Они двигаются, они танцуют и так далее. И могут колбаситься под рок-музыку. Эта штука будет вызывать дополнительные шумы. Собственно, это будет слышно. Но сам по себе капсуль, видимо, не такой уж плохой. Я, естественно, не эксперт в этом, но мне кажется, что он выглядит намного лучше, например, чем у моего микрофона. И по сборке кажется, что все плюс-минус. Ну, если не адекватно, но хотя бы косяки свои они прикрыли как следует. Вот. Вот наша паечка здесь. Довольно аккуратная.
я не вижу особых проблем здесь тоже с пайкой. То есть она не какая-то жирная или какая-то топорная, на мой взгляд, не профессионала. Вот. Но люди в комментариях мне, естественно, если что, поправят. Далее, здесь вот, как видно, изнутри находится резинка. Вот такая вот штука. Она превратилась в нечто подобное веревке. То есть это явно был какой-то двусторонний скотч или что-то подобное, приклеенный изнутри. И он должен был, видимо, эту всю штуку с капсулем удерживать. Но этого не происходит. И вряд ли он был поврежден во время перевозки, потому что, тут нечего особо повреждать, да и он находился в достаточно защищенных условиях во время перевозки по почте. Так что единственное, что я могу сказать, что это небольшой брак при производстве. Вот, судя по всему, эта резинка должна все-таки крепче удерживать капсуль, чтобы он внутри ходил ходуном намного меньше. Но так или иначе, общее ощущение у меня тактильные, да, и ощущение использования этого микрофона довольно хорошие, положительные ощущения. Вот для примера другой микрофон, собственно, с которым мы сегодня состязались, или будем состязаться, я пока не уверен, в какую часть это попадет. Как мы можем увидеть, у него этот самый капсюль сидит в корпусе намного более плотно. Но у него также здесь используется клейкая лента для того, чтобы удерживать капсюль внутри. И, как видите, без всяких резиновых пупырок. Все плотненько, подогнано друг под друга, с минимальным зазором, так, чтобы поместился слой этого двустороннего скотча, который бы жестко удерживал капсуль внутри. Поэтому я думаю, что в некотором плане, если, конечно, это не невероятное инженерное решение, которое применяется в суперкрутых микрофонах, это больше похоже на какой-то фарс, если честно. Так что в этом плане, наверное, придется сказать, что у Fifine есть недостаток в виде не очень хорошей сборки. Пусть и в остальном мне сборка, в принципе, нравится. Вердикт. Да, действительно, довольно положительное впечатление у меня от этого микрофона. Не могу сказать, что это действительно какое-то что-то непонятное. Мне кажется, вот по моему опыту использования, а использовал я его, по сути, второй раз, пока полет нормальный, в общем-то и целом. У него есть мелкие косяки. Наверное, за такие бабки, хотя он немножко подорожал, да, сейчас я его брал чуть дешевле, там, рублей на 500. Наверное, не самый плохой выбор. Но, опять же, я человек, который попользовался, попробовал, и могу только сказать свои ощущения. Вполне возможно, что сейчас в комментариях уже кто-то строчит коммент на тему того, что на самом деле Кирилл ни в чем не разбирается и ничего в радиомикрофонах не смыслит. И это, скорее всего, так. Несколько еще вещей, которые мне показались странными, это микрофон входит в режим сбережения энергии. Вот видно, да, что сейчас у него экранчик горит. Он через некоторое время выключается, и для того, чтобы снова зажечь подсветку экрана, нужно снова нажать на эту самую кнопочку. Но при этом у него меняется частота. То есть вместо того, чтобы его разбудить, ты ему еще и частоту меняешь каждый раз. При этом, при всем, в инструкции сказано, что они вместе с ресивером будут мгновенно возобновлять, да, отношения, переподсоединяться друг к другу, да. Пытаюсь найти альтернативу слову «спариваться», но, видимо, ее нет прямо сейчас, потому что я на камеру записываюсь, у меня половина мозга отшибает сразу. Мне кажется, это странным решением. Я не уверен, что это довольно адекватно. Из моих придирок я, наверное, мог бы сказать, что делали бы вы лучше, на самом деле, как-то более единообразно, что ли. Может, конечно, во мне сейчас неизбывшийся армеец говорит, но, типа, мне кажется, что намного лучше было бы, если бы и здесь были, например, 3А, и здесь, или наоборот, 2А здесь и 2А тут, батарейки. Потому что
реально я об этом не знал, когда покупал батарейки, и я взял их наугад. Я взял просто и те, и другие на тот случай, если вдруг я с чем-то ошибусь. А оказалось, что я угадал 2 раза из 2, то есть что для ресивера нужны мизинчиковые, а для микрофона пальчиковые. Я об этом реально в тот момент не знал. Я не успел посмотреть на страничке Алиэкспресса, потом смотрю, а реально попал, блин. Ну, типа, это не то, что придирка, но мне кажется, так было бы логичнее хотя бы. Эксплуатационно, блин. По отношению к вашим пользователям. Я, честно, наверное, буду ждать версию радиоресивера, да, и радиопередатчика, да, приемника и передатчика с XLR входом. Потому что мне кажется, что, конечно, да, это круто, вы форсите свои микрофоны с радиосистемой, с этим все понятно. Ну а что реально, если, например, у меня вышел из строя микрофон, но при этом работает радиосистема? Мне выкидывает все, ремонтировать все. А если у меня есть второй микрофон, и я хочу использовать его как радио, неужели не было бы логично, если эта штука бы отсоединялась от микрофона, и ее можно было бы переиспользовать? Тут у меня мысль посетила, а вдруг он разбирается еще больше, и там на самом деле XLR. Давайте посмотрим. Вылезай. Здесь скотина. Но это вряд ли, на самом деле. Вряд ли там XLR. Я вообще не уверен, что я сейчас разберу его нормально. Вот, но мы попробуем все равно. Зачем еще засылать микрофоны, правильно? Чтобы сумасшедшие обзорщики эти микрофоны разбирали и смотрели, что у них внутри. Мне кажется, логично. Так, ну тут кроме резиночки я ничего не вижу. Это, видимо, антенна. Не, ни хера-то нет XLR. Ни хера его нет. И не будет никогда, наверное. Я сторонник того, чтобы на микрофонах была кнопочка mute. То есть кнопка отключения микрофона. Это, понятно, наверное, вкусовщина, но мне кажется, что это логично. Потому что в момент, когда тебе микрофон не нужен, тебе, наверное, не очень интересна возможность того, что этот микрофон заведется от неправильного поворота руки или взмаха. Мне так кажется. То есть, Fifine, сделайте кнопку выключения звука. Это неплохая вещь. Не сторонитесь этого. Не бойтесь. Экспериментируйте. И вы завоюете своих покупателей. И если, конечно, вы уже этого не сделали. Но, тем не менее, короче, и вот что-то, блин, не так с этой сранью. У меня мешается батарейка. Закрыть отсек мешает батарейка. Нормально? Вот так. Закрыл. В целом, микрофон нормальный. Микрофон можно было бы юзать с другими радиосистемами. Это большой плюс. Микрофон так или иначе претендует на вокальность, да, и на мобильность. То есть тут проблем нет. Я не вижу проблем. В руке он ощущается довольно увесисто, но не очень сильно. То есть он не какой-то сверхтяжелый, не гантеля, да, как бывает иногда. Хоть и достаточно громоздкий. Да, конечно, в порыве драйва ты не намотаешь больше на руку микрофонный кабель. Ну и целее он будет, собственно, микрофон на этот самый кабель. Возможно, чуть позже, когда я этот самый микрофон скоро отнесу на один из отчетных концертов вокальной студии, в которой я занимаюсь. Вот, и мы там его прям потестим в боевых условиях, да, насколько долго он будет держать. Возможно, я выпущу небольшое дополнение. И это будет в следующем видео, и я это расположу где-нибудь здесь. А на данный момент спасибо вам огромное за обзор. Я напоминаю, что у нас на обзоре был микрофон Fifine Technology K035 035B. Alright. Вот такой вот микрофон. И спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Продолжаем пилить видосики.